Всем привет! Это четвертая серия про то, как я делаю шлем викинга. Если вы не видели предыдущие три, то вот здесь в подсказках можете их найти. Сейчас у меня шлем после отжига. Все напряжения стали убраны, и он стал вот таким вот черненьким. Теперь я поставлю клеймо, и мы будем его закаливать. Я думаю, вы тоже часто сидите и ждете, чтобы закалить свой доспех. Так вот, можно сыграть в Lost Ark. Lost Ark — это изометрическая многопользовательская игра в огромном красивом мире, в котором вам нужно будет сражаться с монстрами и другими игроками. Игра вообще бесплатная, и на выбор есть 12 классов для прокачки с уникальным геймплеем. Помимо эпичных сражений в игре есть и мирные виды деятельности: рыбалка, охота, археология и многое другое. А еще тут вы можете ходить на корабле. Вот именно, не плавать, а ходить. Обновление 2.0 принесло глобальнейшие изменения. Если раньше все были как бомжи, то теперь вы можете обзавестись собственным поместьем, а также построить мастерскую для крафта предметов. Ну и крафтить там, например, шлем викинга, как я. Многие сразу распереживаются, ведь качаться так долго, а времени мало. Не переживайте, в игре есть ускоренная прокачка, которая позволит увидеть high-level контент как можно скорее. Скачивайте игру по ссылке в описании и начинайте свое путешествие. А у нас уже нагрелся шлем. Пошлите калить. Закалка произведена, и теперь этот шлем очень хрупкий. Если я его уроню или очень сильно ударю, он треснет. Чтобы такого не произошло, стали нужно дать отпуск. После закалки я нагреваю доспехи до 300-360 градусов и даю выстояться примерно полчаса. В таком варианте мы существенно убираем твердость, но повышаем вязкость стали. И тогда доспех еще твердый, но уже не раскалывается и не колется от ударов, как это иногда бывает. Еще раз погружаем шлем в печку и ждем полчаса. Все, теперь можно его разбирать и шлифовать. Зачем вообще шлифуют? Самая главная задача шлифовки – это защитить от коррозии. Когда металл шлифованный, он так сильно не ржавеет, как металл не шлифованный. Шлифовку я буду пытаться сделать приближенной к тому, что могли бы сделать тогда в Средневековье. Я возьму наждачку и сделаю большую часть работы руками, то есть без болгарки, без мотора. Что такое вообще шлифовка? Когда мы шлифуем, мы по сути царапаем поверхность металла. Чем мельче рыски, наши царапинки, тем более шлифованной выглядит поверхность. Или чем крупнее рыски, тем более пошкрябанной и такой вот некрасивой выглядит поверхность. Вся загвоздка в том, что рыски, которые можно сделать в Средневековье, будут, скорее всего, отличаться от тех, которые дает болгарка. Потому что болгарка дает закругленную рыску, а когда мы делаем это руками, мы, по сути, делаем то, что могли сделать тогда в Средневековье. Конечно, я буду использовать современный абразив, а не какой-то средневековый. Я не настолько глубоко изучал кузнечное ремесло в X веке, чтобы ответить на вопрос, чем именно шлифовали тогда. Тем более, что, возможно, на этот вопрос нет ответа, так как вещей, сохранившихся в хорошем состоянии, наверное, даже нету. С X века до нас доходят вещи, которые полусгнившие, и судить по ним, как они выглядели, когда были изготовлены, очень трудно. Ну, мы можем предположить, что все-таки вещи были шлифованными, потому что это не так ржавеет. В качестве шлифовального абразива у меня будет простая наждачка, которая наклеивается на такую площадку. Я буду руками натирать.
Я пробежался на этой стороне 40-очкой, вот, наждачкой 40-кой, потом 120-кой, номер 120 это мельче. И в конце я еще пробежался вот такой абразивной мочалочкой. Я не знаю, какая тут зернистость, но в общем очень мелкая. А вот с этой стороны маска просто почищена 40-кой, то есть самым крупным абразивом. Да, уже тоже выглядит как-то интересно, но мне кажется не до конца, потому что такая шлифовка будет и ржаветь быстро, и видно, что можно было бы и лучше. Вот, наверное, вот такой вариант будет по всему шлему. Я еще в конце пробегусь войлоком, чтобы оно немножечко заблестело, и будет прямо вот супер. А вот это мне уже нравится. Сейчас на детали присутствуют рыски, характерные для ручной работы, а также небольшие раковины от ковки, которые тоже нам говорят о том, что данное изделие было сделано не на станках, а ручным трудом. На одну эту маску у меня ушло целый час ручной работы, и минут 5 на войлоке. И теперь все то же самое я проделаю с оставшимися частями. Да, работы тут немало. Давай, чтобы на утро было готово. Пошлифовал. Полумаска, четвертинки. Все почти что готово к сборке. Я еще сделаю пару моментов под декорацией шлема, и можно будет собирать. Теперь она имеет вид, как будто бы сделана вручную. Все детали есть, и я буду приступать к сборке. Небольшой совет для тех, кто будет собирать что-то подобное. Сначала все собираем обратно на болты, всю конструкцию, и только потом начинаем забивать заклепки. Дело в том, что диаметр заклепок 4 мм, а диаметр отверстий обычно немножечко больше, 4,2 или 4,5. И если начать сразу клепать, то примерно к половине работы вы поймете, что ваши детали просто не собираются друг на друга обратно. Да ты, блин, тварина.
Вроде готово. Стиль, в котором я выполнял этот шлем, немного отличается от того, что я делаю всегда. Почему? Потому что обычно люди, которые заказывают доспехи, они хотят, чтобы у них были ровные, аккуратные доспехи. Хотя по музеям я вижу, что множество есть кривых доспехов, множество есть раковин от ковки, какого-то брака от ручной работы. Это все всегда присутствует, и это все остается. Очень редко, когда реконструкторы заказывают вещь с такими же дефектами, как это было в Средневековье. Для людей, которые страдают реконструкцией головного мозга. И еще раз говорю, я не пытался сделать реконструкцию. Артефакт для меня был вдохновлением, чтобы сделать шлем по такому же типу. Примерно это я и сделал. Да, я специально, например, не делал выпуклыми дужки, потому как считаю, что когда у нас заклепка очень длинная, ее невозможно четко и надежно расклепать, то данная конструкция банально ненадежна в условиях, когда тебя бьют мечом или топором по голове. Следующим интересным моментом, от которого я отошел, это то, что, судя по всему, оригинальные лепестки даже не находят друг на друга внахлёст. То есть, по сути, лепесток правый и левый зажаты между верхней пластиной, вот такой вот полосочкой, и нижней пластиной. То есть, что мы можем предположить? Что когда мы ударим оружием вот сюда, в это место, топориком или клевцом, то данный лепесток просто выскочит, прогнется, и череп нашего владельца будет пробит. С точки зрения доспешного ремесла, это, плохо и не нужно. Далее, нащечники. Конечно же, их вроде как не найдено. И их наличие в данном шлеме ничем не задокументировано. И это просто теория. Но мне нравится, как это выглядит. И, в принципе, для средневекового дядьки, которому нужно было получать чем-то острым, тяжелым, железным в черепуху, данная штука только полезна. Да, есть декорация, которая точно отличается по исполнению от оригинала. Но в то же время она повторяет те же какие-то нюансы, которые остались на артефакте. И там, где у нас есть полосочки на артефакте, у нас тоже есть полосочки, просто выполнены по-другому. Кстати, именно этот орнамент я решил пустить по всему шлему. Вот здесь на дужках и здесь на щеках. Дополнительно, о чем хотелось бы сказать. Заклепки. В 14-15 веке такие заклепки обычно выглядят намного аккуратнее. То есть они такие кругленькие. Это достигается тем, что мы просто работаем в конце расклепывания заклепки такой обжимочкой и делаем ее круглую. Мне показалось, что в X веке, наверное, так не парились и просто расклепывали как гвоздь, забивали его, держится, ну и норм как бы. Что еще там красоты наводить, если оно уже работает? Внутри шлем выглядит тоже примерно так, как мог выглядеть тот наш оригинал. То есть есть пакованности, какая-то кривизна, какие-то заклепки побитые. В целом все как должно быть. И да, те вещи, которые у меня при работе пошли немножечко кривыми, я их и оставил кривыми. Почему? Потому что на оригинале есть типичные искривления вот этих вот полосочек. Да, может быть, их искривило от времени лежания, а не от рук мастера. Но я предположил, что если у нас есть характерное искривление на оригинале, и у меня в процессе работы ровная пластинка также начинает изгибаться, то вполне возможно, что в то время точно так же мастер что-то делал, у него пошло что-то не так, но он понимает, что в целом-то вещь-то работает, что еще надо? И он такой, господи, никто не заметит, то, что там какая-то дужка немножечко кривая. Поэтому здесь тоже присутствует эта кривость. Я решил это все оставить, потому что, это правильно, мне кажется, это подход средневекового человека к изделию, наверное, мне так кажется. Почему я так сужу? Потому что я очень много сижу и высматриваю в музеях средневековые доспехи. И, конечно, я замечаю множество кривых вещей, особенно в закромах доспехов. То есть то, что выставляют на показ, оно обычно почищенное, блестит, ровненько. Но то, что стараются не показывать, вот там уже интересно. Там уже идут кривые забральники, разные налокотники, правый, левый, совершенно разные, погнутости, побитости, какие-то там заплатки поверх нормальной кирасы, просто забитая заплатка на заклепках. Все нормально, все понимали, что нужно сделать ремонт или нужно сделать вещь в определенный срок, в определенный бюджет, или просто человек не умел делать ровно, но вещь рабочая, она защищает. Поэтому я не считаю за нужным преследовать идеальную точность в вещах, которые делаются руками. Что ж, это был очень интересный опыт изготовления подобного шлема. Патронам этого канала Скьоль, спасибо вам. Всем, кто досмотрел до конца, также спасибо. И не забывайте, лайк, подписка, колокольчик. Мне это очень важно. Всем пока.